Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим актуальное обновление стоковых приложений для смартфонов Xiaomi, Redmi, а также Poco. Я вам покажу, что из интересного можно поставить себе на свое устройство, дабы получить новые фишки, ну и в принципе улучшить работоспособность вашего аппарата. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Сегодняшним аппаратом, который удостоился чести попробовать все эти обновления, будет у нас Poco F7. Ну и понятное дело, что на его месте может быть абсолютно любое другое актуальное устройство, как с HyperOS 2, как с HyperOS 3, то есть тут разницы нет. Но важно понимать, что на более старые версии, там HyperOS 1, на MIUI еще, все эти обновления не поставить. Первое, с чего мы с вами начинаем, это обновление приложения «Безопасность». Кто-то может мне сейчас в комментариях написать и сказать, что вот все эти циферки, все эти типа улучшения и обновления ничего не несут для нашего с вами смартфона. Но я с вами готов поспорить, потому что в принципе приложение «Безопасность», как вы знаете, отвечает за многие процессы в нашем устройстве, в частности за автономность. И как заявляется, что новое приложение «Безопасность» призвано улучшить некоторые моменты саморазряда устройства, плюс оптимизировать алгоритмы работы батареи, что более качественно отобразится на жизни вашего смартфона, в плане от одного заряда. Если мы просто с вами зайдем в приложение «Безопасность», то тут, как и обычно, с переходом на 12-ю версию ничего не меняется визуально. Но если дальше мы с вами проследуем в раздел «Батарея», тут мы с вами нажмем на дополнительные функции, то появляется у нас с вами такой раздел, как «Ночной режим». И да, кто-то сейчас также в комментариях может мне написать, что это все было, что это уже устаревшая информация, т.д. и т.п. В какой-то определенный момент действительно ночной режим был в оболочке HyperOS, там еще в MIUI даже, я помню, его тестировали, но потом каким-то образом его решили вырезать, и он в принципе не появлялся даже при смене региона. Сейчас же в новых версиях безопасности, там начиная, по-моему, то ли 11.9.3 или 11.9.6, короче говоря, уже в 12-й версии этот режим вновь появляется, но с маленьким нюансом, что вам необходимо будет в регионе поменяться на Индию. И что вообще в принципе этот режим ночной делает? Получается, если вы его активируете, то автоматически он будет отключать многие фоновые процессы ночью, которыми вы не пользуетесь. Соответственно, это более так позитивно повлияет на время работы смартфона от одного заряда. Согласитесь, почему бы и нет, и вообще приятная в целом фишка. Ну и как и обычно, все сегодняшние приложения вы сможете скачать в описании под этим видеороликом. Там будет ссылочка на наш телеграм-канал, переходите, устанавливайте и прокачивайте свое устройство. Следующее обновление, которое также стоит поставить на свой аппарат, это обновление приложения «Календарь». Кто-то может сказать, что зачем вообще приложение «Календарь», вот там нам дата отображается, и этого вообще достаточно будет. Но, друзья, хочу сказать, что те, кто пользуется календарем, вам необходимо обновлять это приложение, потому что есть определенные баги в работе именно календаря, которые разработчики исправляют. В частности, невозможность прогрузить для каждого дня картинку, грубо говоря. Также есть проблемы, которые касаются синхронизации вашего аккаунта и праздников там всевозможных. Тоже разработчики это пофиксили. Ну и плюс напоминаю, что с переходом на HyperOS 3 разработчики поменяли редизайн этого приложения, которое теперь несет 4 вариации отображения. Это год, месяц, неделя и день. И самое крутое в этом всем деле это, конечно же, день. И то есть на каждый день у нас с вами идет одна фотография или там одна картинка, которая опять же генерируется искусственным интеллектом. Ну и в принципе на целый год этих картинок хватает. Это, конечно, все прекрасно, но что же еще можно поставить на свое устройство? Это, конечно же, обновление для приложения камера. Получается, версия 6.2, там куча нулей, 720.1. Сразу отвечаю на вопрос, можно ли поставить эту версию на HyperOS 2, говорю, что можно. И тут есть еще также некоторый момент, что как только вы поставите эту версию, вы ее запустите, она у вас будет прекрасно работать, но вы не сможете адекватно применять водяные знаки. Потому что суть вообще нового обновления камеры в том, что вы можете кастомизировать под себя водяной знак. Что это имеется в виду под кастомизировать? Вы можете менять расположение типа макета, вы можете изменять текст, соответственно, можете менять размер содержания, ставить время и модель. Если вам и этого мало, также можно перейти на
другие стили, условно, вот на это тут вообще можно выбирать фон рамки. И да, то есть на HyperOS 2 вы не сможете адекватно этим воспользоваться. Необходимо лезть, получается, в редактор фотографии, там выставлять рамку, ну, одним словом, некоторый такой геморрой. В HyperOS 3, понятное дело, с этим проблем нет, то есть вы выставляете любую понравившуюся вам рамку, вот, допустим, мы с вами поставим эту, делаем с вами фоточку и сразу получаем, конечно же, рамку, которую мы с вами поставили. Удобно? Конечно. Для кого-то, возможно, все эти водяные знаки, рамки — это какие-то игрушки и т.д. и т.п. Но знаете, когда функционал реально доведен до ума и когда в принципе это все хорошо работает, то почему бы и нет. И также еще как указывается, что новые версии камер призваны улучшить качество наших фотографий. Потому что бывают такие моменты, что смартфон не очень хорошо отрабатывает какие-то определенные сценарии, и вот новые обновления приложения камеры призваны это все дело устранить. Ну и самое вкусное я оставил напоследок. Это, конечно же, наша с вами старая песня о рабочих столах. Что системная оболочка, что Poco Launcher. Вообще, в принципе, два этих лаунчера сейчас очень так активно обновляют. Ну и понятное дело, что больше всего активно обновляют и системную оболочку. И там получается, если вы ставите это обновление, то ваше устройство Xiaomi или Redmi работает, ну, действительно куда веселее. Отсутствуют лаги, фризы, подвисания, нет затупов каких-то. И то есть вы реально получаете то устройство, которое оно должно быть, а не то, что разработчики там что-то нам пуляют, мы с вами устанавливаем и получаем какой-то когнитивный диссонанс от использования. Та же самая история со смартфонами Poco. Хоть этот лаунчер на Poco смартфонах обновляют и не слишком часто, главное стабильность в этом всем деле. Я могу отметить, что вот с новой версией, по-моему, 18.21 в конце, вот допустим мой Poco F7 работает куда веселее и живее, чем это было до этого. Также напоминаю, что у этого устройства, вот, кстати, недавно были у нас такие дискуссии там в Телеграме, в комментариях, мне рассказывали, что минус первый экран может появляться, исчезать. Смотрите, минус первый экран, а именно лента виджетов, если она изначально есть, значит она будет и дальше. Если у вас ее не было, то не думайте, что вы путем обновления лаунчера сможете получить минус первый экран. Когда-то, может быть, там это и работало, то сейчас в современных смартфонах, в современной оболочке HyperOS данная тема не работает. И если у вас есть по умолчанию лишь только рекомендации Google, то они у вас по умолчанию и будут, сколько бы вы бы там не обновляли лаунчер, какие бы вы версии там стоковые не устанавливали. И да, я не говорю ничего за root права, потому что это совсем другая история, и там вы вообще можете себе все что угодно сделать, хоть из Redmi 4X можете сделать Xiaomi там 17 Pro Max Ultra HD и так далее. И по всем оставшимся фишкам в Poco Launcher, ну на примере Poco F7, к сожалению, ничего нового разработчики не добавляют. Все по-старому, способы навигации те же, расположение объектов недавних, к сожалению, те же, то есть никакого третьего стиля пока что у нас с вами не наблюдается и им не пахнет, но там много сейчас есть всяких типа сливов, всяких там утечек и прочего, но посмотрим, как это все там реализуется, насколько все эти сливы и инсайдеры окажутся правыми. Да, хоть, конечно, обновление стоковых приложений не в таком большом количестве, как это было раньше, но, как вы видите, что можно что-то интересное поставить на свое устройство, ну и в какой-то степени его и улучшить. Так что переходите по ссылкам в описании под этим видеороликом, качайте, устанавливайте и прокачивайте свой Xiaomi, Redmi или Poco уже сегодня. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.